История. Мы две crazy women решили поехать в другой город, чтобы позаниматься там хайкингом. И что в этом как бы crazy, что в этом не так, спросите меня. Но на самом деле мы решили это всего 7 часов назад. Мы купили билеты в час ночи, а в 6:30 мы уже вышли из общежития. Вот, поэтому, да, мы купили еще билеты, там было две опции: купить скоростной поезд, но он стоил бы дороже, или купить билеты на обычный поезд, и в итоге мы решили купить на обычный поезд. И я вам хочу сказать, что это настолько погружение в китайскую культуру. Во-первых, в поезде очень плохо пахнет, я не знаю, это сигарета, скорее всего, потому что перед тем, как сюда зайти, я видела мужчину, который курил прямо в салоне, прям в вагоне поезда, представляете? Вот, потом мы сидим тут битком, я очень не хочу нарушать личное пространство других людей. В общем, мы сидим тут 3 места, и тут 3 места, и вот по центру столик. И на столике стоит такой поднос железный, и вот на этот поднос сейчас дяденька чистит что-то, какой-то фрукт, я не знаю. А еще тут сидит дедушка, который очень странно смотрит на нас. В частности, из-за того, что я иностранка. Вот. Но экспириенс, конечно, незабываемый. Мне кажется, я буду помнить это до конца жизни. А на обратном пути это будет очень интересно, потому что мы поедем на скоростном поезде, он стоил в 2 раза дороже. И будет интересно сравнить, мне кажется. На вокзале, что меня удивило, вообще нет ни слова по-английски, даже табло, представляете, там все в китайских иероглифах. Единственный человек, который вообще говорил по-английски, это была продавщица в магазине. Мы пришли купить там такие снеки с собой в дорогу. Вот, и там продавщица, когда она меня увидела, у нее руки начали даже немного трястись, и она была прям вау! И потом она мне сказала, сколько я должна заплатить на английском. И потом сказала thank you for coming to my country. Спасибо за то, что приехала в мою страну. Это было так мило. Вот, я ее поблагодарила на китайском, но все же. Но я, честно, до сих пор не могу привыкнуть к тому, что иностранцы вот так реагируют. Ой, иностранцы, китайцы так реагируют на иностранцев. Но мне не иностранцы, да. В общем, я супер excited. Так, новый апдейт, новое включение. Мы уже практически приехали к нашему городу. Честно, я пытаюсь. Кстати, вот так выглядят билеты. Вот, и название нашего города, в который мы едем, вот оно. Интан. Я дико извиняюсь за свое произношение. В общем, что я заметила? Китайские люди, абсолютно китайцы, они абсолютно не сдерживают себя в проявлении каких-либо физиологических проявлений. Например, они харкаются, плюются, то есть всю дорогу ты просто едешь, и каждые 5 минут просто слышишь, как кто-то как кто-то сморкается или плюется. И мы постоянно шутим с Иванкой, что когда я вернусь к себе на родину, я буду скучать по этому звуку. Честно, я не ожидала, я слышала об этом в интернете, но я не ожидала, что так это будет как бы в реальной жизни. Пока мы ехали с Иванкой, было скучно, и мы решили записать, Иванка попросила меня записать все слова, которые она выучила на русском языке за это время. Вы можете, в принципе, знакомиться с списком слов, да. Просто знаете, что не только я к этому причастна. Посмотрите, я Иванке подарила белорусские монеты, и она их хранит. Это так мило. Так, еще одно включение из поезда и еще один cultural shock. В общем, с нами в ряду тут 3 сиденья. Вот, и на 3-м сиденье сидел мужчина, который просто всю дорогу вот так
на нас смотрел. Да, просто даже не скрывая, не пытаясь как-то скрыть это, то, что он там смотрит на нас. Просто вот так уставился. Потом он пересел напротив, и сейчас стал как бы уже меньше смотреть, но все равно периодически вот так поглядывал. Еще напротив меня тут как бы тоже 3 места, как я говорила ранее, и там, знаете, между сиденьями есть как бы такое пространство. Щель такая, откуда ты можешь видеть других пассажиров. Вот, и на меня просто постоянно смотрит какой-то китайский дед. И дико извиняюсь, но это очень стрёмно. То есть я сижу, смотрю в окно, потом что-то поворачиваю на голову, и просто я с ним пересекаюсь взглядом постоянно. И он вообще без комплексов, он вообще не отводит никогда глаза. Ну, вроде как наши соседи уже попривыкли к наличию иностранки, но все равно это очень стрёмно, честно. Уже в другой город. Иванка, what is the name of the city? Интан. Правильное название этого города. Так, сейчас у нас по плану найти автобусную остановку, откуда мы уже поедем, собственно, в само место для хайкинга. Если честно, я уже так рада. Я в таком восторге, потому что мне уже, честно, надоело сидеть на территории кампуса. Вот, а тут мы уже приехали в новый город, новая эстетика. И скоро мы поедем на хайкинг. Это будет очень красиво, я прям уверена. Мы уже сели в автобус. Честно говоря, я чувствую немного себя плохо, потому что я не могу вам дать правильные рекомендации, как добраться до этого места, потому что, честно, я сама вообще не шарю, потому что тут все на китайском. Вообще все. Вплоть, меня удивило на вокзале, чтобы проверить, от какой платформы отходит наш поезд, название города было написано на китайских иероглифах. То есть вот это. Поэтому я очень благодарна, что у меня есть Иванка, которая помогает мне. Но она не только помогает, она еще и my friend, but she also helps me a lot with translation. We're gonna go in 2 minutes. Мы отъезжаем через 2 минуты. Yay. Ivanka, tell me what is the name of our destination? 龙虎山 Longfushan. Is it like Dragon and Tiger Mountain. Yay! Sounds so good, to be honest. Мы уже прибыли к нашей пещере дракона и тигра. Буду называть это так. Дорога заняла где-то примерно полчаса. Но что я хочу сказать, что очень жарко. Еще пока 28 градусов, обещают 32. Но я уже умираю. Мы уже умираем. Так, следующий наш шаг. Мы должны купить где-то билеты. Но, к сожалению, мы пока не видим, где конкретно мы должны купить. Но, по идее, мы идем в сторону входа. Так что там должны быть билеты. Но выглядит, конечно, прям все в китайских традициях. Мы купили уже билеты. Один билет стоил 45 юаней. Мы, честно говоря, не знаем, или это наша студенческая скидка нам помогла, или как бы, сам по себе так недорого стоит. Вот так выглядит билет, тут прям карта. И сейчас интересно, что первый пункт нашего маршрута мы должны преодолеть на автобусе. Вот сзади меня стоят автобусы, вот мы идем на один из них.
А, кстати, тут даже не надо как бы ничего читать, просто вслепую идешь, и тут сразу автобус. Вот, смотрите. Оп, оп. Вот, покажу вам поближе карту этого парка. Честно говоря, вот все на китайском. Вообще здесь разбираются. Еще с нами в автобусе поедет просто куча китайских пенсионеров. И это очень прикольно, потому что они сели, сразу включили музыку, болтают друг с другом. Короче, берут от жизни все. Молодцы. Мы уже приехали в нашу первую локацию. Это такой старый город. Единственное, что мы пока ехали, нас подукачало, потому что ехали по горам. Вот, и сейчас ходим, отходим. Масса масляная, ну ладно, суть вы поняли. Я с собой взяла веер, и мне немного легче. Боже мой, сейчас я вам покажу, что передо мной находится. Посмотрите на эту волну туристов. Сейчас мы опять находимся в автобусе, чтобы поехать уже в следующую локацию. Насколько я понимаю, это уже будет природная локация. Я вообще супер-супер excited, потому что мы видели немного гор уже, а сейчас мы будем прям по самим горам гулять. И я в восторге. И вы можете увидеть мой прыщ. Ну ладно. Hey, cheers. Ко мне, кстати, только что подбежала группа девочек и такие: привет, нихао, откуда ты? Из Беларуси. Ой, ты такая красивая. Сейчас, спасибо. Приятно. Что уж там брать. Мы наконец-то добрались до природного места. Эта деревня очень интересно называется деревня без комаров. Вот название. Это очень хорошо на самом деле, потому что у меня все ноги просто по укусу комаров. Или что с моим русским? Я дико извиняюсь. Но что есть, то есть. И тут не так жарко за счет того, что тень из-за деревьев. Все, идем наслаждаться видами. Надо будет недолго, потому что у нас уже скоро обратный поезд. Боже, какое просто невероятное озеро за мной. Конечно, камера опять-таки не передает всей красоты, но в реале
просто. И место, на самом деле, очень аутентичное. Это, знаете, прям настоящая китайская деревня. Вот тут сидят два таких дедушек, разговаривают о жизни. Курицы повсюду бегают, собаки. И просто вот китайский фольклор. Невероятно. 在我们这个要看实体颜色的差异跟。那个橡皮擦，这样跟顺版。主要是好像火车，等下我们来不及，好像啊，就是回去都是回去来不及。没关系啊，回去你这边看。为玉仙池站点，游览行程时间约90分钟。 Все, теперь начинается реальный хайкинг. Мы пришли к горе. Иванка, are you ready? Yay! Йей! Честно говоря, мы с Иванкой уже 2 дня ходили в спортивный зал подряд. И еще сходили на уроки танца. И теперь нашим ногам очень больно. Yeah, let's go. Иванка, how do you feel about hiking? Зато честно. О! Ну, это очень красиво. Ой. Боже мой, тут дедушка такой, лет 80, идет с палочкой. И так бодренько, резвенько. И тем временем мы с Иванкой умираем. Посмотрите, вот что значит Китай. Гора, ущелье и просто холодильник с водой посередине. Do you know that this part is like part of UNESCO, to be honest? Вашу? UNESCO. Yeah, I see. World Heritage Site Global. Просто опять середина горы. Ну ладно, уже конец. Просто туалет. И китайская музыка. И мусорка. Пока мы ждем автобус, мы решили купить по мороженому. У меня такой фруктово-персиковый лед. И на упаковке, она тут смятая, извините, пожалуйста, он просто выглядел супер-пупер вкусно, но в жизни это просто лед. Он вообще без вкуса, просто оранжевый лед. Честно, это уже не первое мороженое, которое я пробовала в Китае. И оно здесь не очень. Во всяком случае, это мое мнение.